Рассказать о незнакомой стране можно как угодно. Вот я, например, очень люблю рыбалку. А где, как не в Финляндии, можно рассказать и показать рыбалку? Люди здесь с древних времен связаны с водой. Одну рыбу здесь вообще возвели в культ. Я, конечно же, говорю о лососе. Ну что ж, я начинаю экспедицию по Скандинавии с целью рассказать, как лосось повлиял на человека и человек повлиял на лосося. Финляндия. Зимой здесь можно увидеть северное сияние, а летом белые ночи. В этой стране почти 200 тысяч кристально чистых озер и более 2000 рек, наполненных рыбой. И одна из самых ценных – лосось. Сейчас информацию о лососе я ищу в финском городе Котка. Это крупный промышленный и культурный центр Финляндии. С финского языка его название переводится как «орел». Котка – один из главных портов страны. Город располагается на нескольких островах, поэтому вода здесь видна практически отовсюду. Прямо в городской черте течет одна из лучших лососевых рек Финляндии – Кюмиjoki. Удачную рыбалку на одном из ее порогов Лангинкоски ценили всегда. Финляндия невероятно красивая страна. Здесь удивительная природа, маленькие уютные города и, естественно, увлекательная рыбалка. Все это во все времена привлекало туристов. Любил здесь рыбачить и император России Александр III. Именно к его домику я сейчас и приближаюсь. Место, где река Кюмиjoki бурным потоком впадает в Финский залив, живописное по-царски. Российский император Александр III был очарован здешними красотами. В 1889 году он распорядился построить в районе порога Лангинкоски рыбацкий домик. Здесь с императрицей Марией Федоровной они отдыхали от государственных дел. Домик был задуман как место уединения царской семьи. В постройке нет золота и роскоши царских дворцов. Во всем чувствуется простота и финская основательность. Ханна, скажите, почему именно это место император Александр III выбрал для строительства своей рыбацкой избы? Александр был очень увлеченным рыбаком, и его заинтересовало это место как место для рыбной ловли. Здесь было хорошее место для вылова именно лосося. Это ему и нравилось больше всего. Поэтому он и захотел, чтобы здесь была построена небольшая рыбачья дача. Ханна, скажите, какое блюдо из лосося предпочитал Александр III? Александру Третьему вообще нравились все блюда из лосося. Но его любимые блюда были это лососевый суп и запеченный лосось. Императрица Мария Федоровна умела их прекрасно готовить. Кроме этого, иногда Мария Федоровна предлагала и запеченного окуня, которого готовила также по собственному рецепту, и запеченного угря. Угря они, как правило, покупали у местных рыбаков, закупали свежего и готовили на кухне. Но все-таки нет сведений, нравилось ли блюдо из угря императору, а вот блюда из лосося ему точно очень нравились. Однако, получив сведения о гастрономических предпочтениях императора Александра III, я не успокоился. Мне было интересно узнать также рецепт, по которому императрица Мария Федоровна готовила лосося. Лосось она запекала по своему собственному рецепту. Филе лосося она высушивала досуха, солила, перчила розовым перцем. Затем кусочки филе пересыпала тертым сыром и панировочными мелкими сухарями укладывала слоями и до крышечки набивала сметаной, взбитой со сливками. И все это прела на печи, которая топилась дровами.
О количестве лосося в реке Кюмийоки говорит следующий факт. В 1888 году для императора и его семьи с порога Лангенкоски подняли 662 лосося. Рыбы было так много, что для ее хранения рядом с домиком был специально построен погреб со льдом, а также вырыт пруд для содержания живого лосося. Для чего делалось запруда? Когда загораживали реку, течение становилось узким. Рыба, которая шла против течения, она не могла преодолеть стремнину этого течения, и она уходила в сторону. А тут вы увидите, вот рыбаки как раз они эти свои мережи, металлические сети опускают в воду, и рыба попадала в эти ловушки. В честь пребывания российского императора в Лангенкоске финны установили памятный камень. Надпись на установленном здесь камне гласит: «Миротворец Александр III отдыхал здесь под охраной верного ему народа». Ну что ж, это действительно так, но это не означало, что во время отдыха не случалось никаких казусов. Дело в том, что однажды Александр III прогуливался на лодке здесь со своей семьей и причалил к небольшому острову. Дети сразу же начали рвать цветы, и тут появился владелец острова, который заявил удивленному Александру III, что вообще-то на своем острове я царь. Александр III послушался и вместе с семьей отплыл с острова. Ну что ж, к чему я это все рассказываю, наверное, спросите вы. Дело в том, что отдых отдыхом, а правила соблюдать надо. Я уже узнал о лососе довольно много. Скоро начнется рыболовный сезон, и мне предстоит отправиться на рыбалку. В Финляндии в лососевой рыбалке толк знают, и тем, кто хочет научиться рыбачить, с удовольствием помогут. Если честно, уже хочется отправиться на рыбалку и поймать лосося своими руками. Только вот сезон в Финляндии начинается через пару месяцев, поэтому я отправлюсь в рыболовный магазин, посмотрю себе новое удилище, леску, возможно, какую-то рыболовную одежду, а заодно узнаю что-нибудь о ловле лосося непосредственно в Финляндии. Мне приходилось ловить рыбу на спиннинг, на донку, на поплавочную удочку и троллингом. В магазине я узнал о незнакомом для меня раньше виде рыбной ловли – нахлости. Здесь вместо лески шнур, а вместо блесны – легкая цветастая мушка, которая имитирует рыбку или насекомое. Нахлост – не самый распространенный вид рыбной ловли из-за сложности его освоения и дороговизны экипировки. Зато он считается самым спортивным видом и самым красивым. Во время заброса рыболов разгоняет шнур высоко над головой и посылает мушку вперед к рыбе. Выглядит такая картина очень эффектно. Экипировку нахлостовика можно разделить на две составляющие. Первая – это то, на что мы ловим, вторая – то, что мы надеваем на себя. Как оказалось, для нахлоста есть еще и специальная одежда. Ботинки для ловли нахлостом также особенные. Они должны быть легкими. Подошва из войлока, для того, чтобы нога рыболова не скользила на камнях. А здесь у нас несколько видов ботинок, которые вы надеваете. На этих ботинках вот здесь поверхность из фетра. Вот с профилем. Я думаю, это очень удачная модель. Это сталь? Да, это сталь. Я думаю, это лучшие ботинки из тех, что я могу предложить. Okay. I want with one. На лососевой рыбалке часто приходится заходить в реку, поэтому нужно надевать специальные забродные штаны или вейдерсы, как их принято называть среди нахлостовиков. Водонепроницаемые? Да, водонепроницаемые штаны. Все эти модели с неопреновым носком. Если вы хотите, можно взять с эффектом Gore-Tex. Модели отличаются также и мембраной. И здесь у нас вейдерсы также и с молнией. Вы можете пользоваться молнией, это очень легко. Очень удобно одевать их и снимать, и доставать что-то, если, скажем, вы захотели немного выпить. Так, и что нам нужно приобрести дальше? Нам нужно выбрать удилище, катушку, шнуры и также мушки. В экипировке нахлостовика нет мелочей.
поэтому и к выбору катушки также стоит отнестись серьезно. Мне посоветовали катушку с регулируемым тормозом. Вес катушки не должен превышать массу удилища, а барабан должен вмещать 30-60 метров шнура. Часто подсеченный лосось выматывает много шнура с катушки, поэтому его должно быть достаточно. Здесь у нас удилище для ловли нахлыстом. Эти называются двуручники. Вы можете делать забросы, держа удилище двумя руками. Они достаточно легкие и длинные для мощного заброса, потому что большая разница есть в том, на какую удочку ловить в зависимости от размера реки и, конечно, от размера рыбы. Здесь у нас очень много удочек. Это мушки, и для реки Кюмийоки в том числе. Мухи черного цвета хорошо работают здесь, а также зеленые и красно-оранжевые мушки эффективны. Очень удачно на них ловится лосось, а также большой лосось хорошо берет на такие мушки. Довольный своими покупками, предвкушая удовольствие от будущей рыбалки, я вернулся на базу, где остановился. Центр отдыха Санталахти. Это морской курорт в 5 километрах от центра города Котка, в 135 километрах от столицы Финляндии Хельсинки. Курорт Санталахти я выбрал специально. Мне хотелось жить максимально близко к природе, на берегу залива. Все коттеджи построены из экологичных природных материалов. Кроме того, они очень гармонично вписаны в окружающую среду. В Санталахти меня ждал очередной сюрприз. Узнав, что я собираю информацию о лососе, сотрудница базы Эмилия Лехтинен рассказала мне об одном интересном рецепте. Приготовить по нему предлагают гостям, которые здесь отдыхают. Учитывая, что это блюдо из лосося, отказываться я не стал, тем более, что пришло время ужина. Рецепт лосося, копченого на ольховых стружках, показался мне простым и любопытным. Для воплощения данного рецепта в жизнь мне понадобится 1 килограмм лосося, который я предварительно немного посолил, и в принципе все. Наверное, поэтому мне рецепт и понравился. Есть, правда, один небольшой секрет. Берем противень, немного ольховых опилок и буквально 3 кусочка сахара, которые впоследствии придадут нашему лососю очень красивый, загорелый, аппетитный цвет. Естественно, коптильно. В самый низ, значит, устанавливаем ольховые стружки и поверх ставим готовиться нашего лосося. Закрываем и ждем 40 минут. Ну что ж, лосось готов, как и обещала Эмилия, он приобрел очень аппетитно загорелый оттенок. Итак, как едят лосося копченого в Скандинавии? Для этого нам нужен серый хлеб, немного масла. Так, масло готово. После этого небольшой кусочек лосося отправляется на хлеб, мы ломаем его здесь. И для пикантности, как сказала Эмилия, нам нужно добавить немного лимона. Вот так. И совсем чуть-чуть сметанного соуса с зеленью. Ну что ж, рецепт полностью воспроизведен мной. Осталось попробовать. Очень вкусно. Очень сочный лосось. Невероятно. Все-таки каждый раз убеждаюсь, насколько это универсальная рыба. Любуясь сдержанной северной природой, приятно думать, что именно лосось стал причиной, по которой российский император Александр III любил отдыхать в Котке.
Тем не менее, я только начинаю понимать, почему лосось занимает такое важное место в жизни стран Северной Европы.